Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 20 сентября, выпуск промежуточный. Я хочу сразу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в комментариях к этому ролику можно оставить свои вопросы. Когда вы оставляете вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, чтобы я мог понять, что комментарий содержит не только слова благодарности, не только, возможно, какие-то рекомендации, возможно, какие-то пожелания, не только критику, но прежде всего содержит вопрос. Это необходимо для того, чтобы я быстро разобрался, что здесь в комментарии содержится вопрос, и я на него должен ответить. Я объясню, почему я повторяю каждый раз. Несмотря на то, что я это регулярно повторяю, в комментариях все равно огромное количество вопросов э, без тех условий, которые я рекомендую. Еще раз повторяю, в следующих моих ответах я не буду выискивать специально вопросы, я буду отвечать только на те вопросы, где стоит слово «вопрос» или стоит знак вопроса. Имейте уважение, пожалуйста, это сократит время ожидания моих ответов, и, соответственно, я смогу ответить на большее количество вопросов. Так, теперь я хочу напомнить, что у нас существует и Patreon. На вопросы наших уважаемых подписчиков Patreon я отвечаю по четвергам. У нас довольно бодро растет количество подписчиков Patreon. Конечно, это замечательно. Я хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые находятся на территории России, что есть возможность подписаться на Patreon. Пошаговая инструкция есть в описании к этому ролику. Открывайте описание к этому ролику, полное описание. И там есть пошаговая инструкция. Для того, чтобы подписаться на наш Patreon жителям России, необходимо иметь карточку любого иностранного банка. Это может быть банк любой из стран республик бывшего Советского Союза. Просто смотрите пошаговую инструкцию и подписывайтесь. Я знаю, что огромное количество россиян выезжали специально за границу для того, чтобы открыть карточки банка. Государство, которая граничит с Россией. Ну, я понимаю, что и из ближнего, и из дальнего зарубежья есть наши уважаемые подписчики, которые получили карточки. Но, тем не менее, большинство, конечно, выезжали в соседние страны. Имея карточку любого зарубежного банка, можете подписаться на наш Patreon. Теперь перейдем к событиям. События более чем интересные. Давайте обсудим. Ну, прежде всего, завершение, ну, хотел сказать, завершение истории, но, наверное, до завершения не истории, будем более аккуратны. Завершение большого этапа истории с Нагорным Карабахом, вокруг Нагорного Карабаха. Я хочу напомнить, что Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Я хочу напомнить, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для того, чтобы слить Армению в этом конфликте. Я хочу напомнить, почему президент России Владимир Путин решил поступить так, как он поступил. Путин искренне ненавидит Пашиняна. Пашинян, по его мнению, выскочка, по его мнению, Пашинян недостоин быть президентом Армении. Пашинян, по мнению президента России Владимира Путина, пришел к власти в Армении на волне революции. Революции бескровной, что еще более усугубляет ситуацию для самого Пашиняна в глазах президента России Владимира Путина. Пашинян фактически показал, что можно прийти к власти в стране на волне бескровной революции. Что может быть страшнее и хуже для президента России Владимира Путина? Это такая пощечина довольно звонкая. Путин не может этого простить Пашиняну. Пашинян, надо отметить, старался как мог, проявлял инициативу в этом плане, пытался дружить с российским руководством. Российское руководство всячески игнорировало подобные вещи. Ну, случилось как случилось. Мы видим, что Путин променял геополитические интересы на месть Пашиняну.
это даже невозможно назвать местью, на возможное наказание Пашиняна. Стоило ли оно того? Ну, здесь можете поразмышлять, можете написать свои размышления в комментариях. Стоило ли менять геополитические интересы на возможность наказать взорвавшегося лидера Армении, как считает президент России Владимир Путин? Я понимаю, что влазить в шкуру президента России Владимира Путина не совсем этично даже. Более того, достаточно сложно. Но, тем не менее, для попытки оценки возможностей личности президента довольно полезно. Итак, заканчивается довольно большой этап истории вокруг Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах переходит под контроль Азербайджана. Я надеюсь, что в скором времени, очень на это надеюсь, Армения и Азербайджан смогут мирно сосуществовать. Более того, могут, я в этом опять-таки уверен, создать добрососедские взаимоотношения. Я очень на это надеюсь. У меня много друзей в Азербайджане, много друзей в Армении. Я знаю их отношение к этому вопросу, к вопросу Нагорного Карабаха, знаю их отношение друг к другу. Но я скажу, что при встречах и, с одной стороны, моих друзей из Армении, с моими друзьями из Азербайджана, я понимаю, что я объединял этих людей. Они вели себя достойно, вели себя приветливо друг к другу. Я уверен, что дружба между этими двумя народами возможна. Уверен в этом. Уверен на 100%. Хочу пожелать обеим этим народам мирного неба над головой и решать все свои вопросы, все свои противоречия путем переговоров. Так, теперь давайте перейдем к другой теме. Следующая тема. Двойник президента России Владимира Путина посетит Китай в октябре. Приняли приглашение, вернее, окружение президента России Владимира Путина и пошлют двойника. Двойник согласен, двойнику даже интересно. Событие довольно рискованно для нынешнего российского руководства. Как бы китайские товарищи не решили сыграть партию в двойника. Это было бы очень интересно. Я не думаю, что это решится во время нынешнего визита двойника в Китай. Но, тем не менее, сама ситуация, когда двойник будет совершать государственный визит, и принимающая сторона знает и понимает, кто именно представляет в данный момент Россию, готова принять, готова обсуждать с этим человеком какие-то перспективы. Я понимаю, мы об этом уже говорили, и я вам об этом рассказывал, в чем интерес китайского руководства. Китайское руководство внимательно смотрит на возможных преемников, и, конечно, для них главное соблюсти текущий статус-кво, соблюсти все возможности нынешней российской власти, подарить Россию как вассала Китаю. Да, звучит довольно обидно, но тем не менее, нынешнее российское руководство именно так и поступает. На Медне прибыл в Россию Ван И и будет проводить общение с Патрушевым. Патрушев считается основным претендентом, таким серым кардиналом на российский престол. Об этом, конечно, китайское руководство не просто знает, они именно так и воспринимают ситуацию. Тем не менее, они внимательно смотрят на поведение Мишустина, внимательно смотрят на двойника. Они понимают, что какое-то время без двойника не обойтись. Вот без Патрушева, вероятно, можно обойтись, по мнению китайского руководства, а вот без двойника пока навряд ли. Вернее, двойник без Патрушева как-то справится, а вот Патрушев без двойника, вероятно, какое-то время будет в подвешенном состоянии. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Само по себе текущее событие, когда двойник, еще раз повторяю, будет совершать государственный визит, при том, что
Принимающая сторона прекрасно знает, кто он. Это более чем интересно, более чем. От этого зависит очень многое, в том числе и во внутриполитической ситуации и динамике внутриполитической в России. Ну, будем смотреть, будем наблюдать, что называется. Так, наши уважаемые зрители и слушатели, я уже больше не буду напоминать о том, что можно оставить вопрос к этому в комментариях к этому ролику. Я даже не буду напоминать, что у нас есть Patreon. Я вам только напомню, что можно поставить лайк этому видео. Ведь это не совсем не сложно поставить на пальчик вверх. И все. И мы получим лайк, а вы получите удовлетворение от того, что нам помогли. Можно написать комментарий из 5 слов со словами поддержки, что тоже, соответственно, поднимет наши материалы в просмотрах и в популярности. Но, собственно говоря, и все. Если есть возможность помочь, у нас есть криптовалютные кошельки, помогайте. Есть возможность подписаться на спонсирование этого канала. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.